Что касается сегодняшнего канцлера Меркель, она тогда руководила оппозицией, и она тут же полетела в Вашингтон и сказала, что при ней бы этого не произошло. И тогда бы Германия тоже стала частью этой коалиции, которая вошла в Ирак. Это уже показывает, что здесь заложена иная направленность. Канцлер и часть сегодняшнего истеблишмента в Германии в значительной степени имеет трансатлантическую ориентацию, может быть, слишком эмоционально чувствует привязанность к США. Действительно, здесь возникает большая проблема с тем, чтобы оторваться от доминирования США. Те силы, которые смотрят на это критично, а такие есть, как в ХДС и в СДПГ, они даже не отваживаются в своей фракции высказать такие мысли. Недавно канцлер сказала, если Германия хотела бы играть ведущую роль в Европейском Союзе независимо от США, то, тем не менее, должны быть доверительные отношения, таковые между Германией и Польшей, которая находится как бы мостом между Россией и Германией. То есть это германская гегемония в Европе в значительной степени или в большой степени будет зависеть от того, как это будут поддерживать США. Если они прекратят свою поддержку, то, конечно, эти силы будут активизированы против Германии. То есть здесь возникает есть силы, которые думают, что будет разрушаться эта лояльность к США. Конечно, в этой ситуации раздается риторика такая в адрес России, в адрес Китая, других государств. Другая проблема, которую я хотел бы дополнить. Сейчас мы попали в такую ситуацию, где не существует ясности. Закончилась холодная война, но с другой стороны США и Запад еще хотят каким-то образом использовать эту победу в холодной войне. Мы, как победители, должны использовать все ее плоды. На этой фазе вряд ли мы сможем создать многополярный мир. Необходимо как-то релятивировать западную мощь. Если экономически это еще так, и он значительно превосходит, но такие страны, как Китай, Индия и, конечно, Россия, они учитывают глобализацию. И вот в такие переломные моменты они всегда очень опасны, потому что доминирующая держава не хочет смириться со своим планом, а поднимающиеся страны не хотят согласиться с тем, что их таковыми не воспринимают. То есть нет желания принять наличие нового глобального действующего лица, которое вмешивается во все дела, которому раньше была уготована только роль зрителя. Вот этот процесс формирования, привыкания к многополярному миру, он только еще начинается. И российские действия в Сирии и на Украине воспринимаются именно с такой точки зрения, потому что они рассматриваются как западная сфера влияния, а Россия как бы вмешивается в эти западные сферы влияния.